В декабре прошлого года группа азербайджанских активистов перекрыла Лачинский коридор, связывающий Нагорный Карабах с Арменией из-за вопросов экологии. Они выстроились напротив российского поста, требуя прибытия командующего российскими миротворческими силами генерал-майора Андрея Волкова. Мы требуем Волкова! Мы требуем Волкова! Мы требуем Волкова! По версии азербайджанских СМИ, это были блогеры, журналисты и представители общественных организаций. Они мотивировали свои действия вопросами экологии и стояли с табличками подобного содержания. Председатель Азербайджано-Иракского общества культурных связей Тахира Мамедова, выступая на митинге в Лачинском коридоре, держала в руках белого голубя, который должен был символизировать мир. Она радостно выкрикивала на азербайджанском речь, суть которой заключалась в намерении захватить Нагорный Карабах. Но, видимо, даже голубь мира был с этим не согласен. Женщина вложила столько эмоций во фразу «Нагорный Карабах – это Азербайджан», что слишком сильно сжала птицу в руках, и голубь, сделав сальто, камнем упал вниз. В итоге голубь повторно стал символом. Но теперь уже не мира, а войны. Армянская художница Наварт Ирканян, проживающая в Венеции, создала иллюстрацию с азербайджанским мертвым голубем мира, которая широко распространилась в сети и стала символом блокады Арцаха. Я быстро среагировала на то абсурдное видео экологов с голубями, которое тоже быстро разлетелось по интернету. Этот образ женщины с дохлым голубем был таким символичным. Если бы он не был реальным, до него, может быть, никто бы и не додумался. Это и смешно, и грустно, и абсурдно. Было за полночь. Я за 15 минут нарисовала эту иллюстрацию, вообще не ожидая, что она так разлетится по всему миру. Но я рада, что это помогло огласить ситуацию в Бердзорском коридоре. Ту гуманитарную катастрофу, которая сейчас происходит. Сообщила художница. Ну, а эколог в шубе потом оправдывалась на азербайджанском телевидении. Во всем должно быть везение. Когда человеку не везет, ничего с этим не поделаешь. Крыло голубя, которого я держала в руке, было сломано. На кадрах видно, что птица у меня в руке, и одно ее крыло висит. Я должна была выступать. Мне дали рупор, который я держала с трудом. В другой моей руке билась птица. Я сжала ее изо всех сил, чтобы она не улетела. Видимо, когда я сжимала крыло, она чувствовала боль и махала головой из стороны в сторону. Когда я запустила голубя, он хотел взлететь, но я увидела, что он устал и упал на землю. Участники акции отнесли голубя в штаб-квартиру. Птица была жива, ей дали воды. У птицы лишь сломано крыло. Я очень рада этому. У человека бывают и враги, и друзья. Вся Европа узнала обо мне за счет наших внутренних врагов. Я благодарна и этой птице, и армянам среди нас за то, что они сделали меня известной на весь мир. Мамедова также прокомментировала критику за ношение на акции шубы из натурального меха. Эта шуба куплена 15 лет назад. Это искусственный мех, а не натуральный. Наши враги использовали этот момент в свою пользу. Будто мы на экологической акции носим шубы из меха животных. Я всеми силами служу Родине. Опубликовано много моих книг и стихов. Я написала книгу об уничтоженной и загубленной культуре Карабаха. На нее снят фильм. Рассказывала она. Тем не менее, в итоге обнаружилось, что служит родине Мамедова не бесплатно и возмущается, когда ее патриотизм оплачивается дешевле, чем она рассчитывала. Как-то так вышло, что президент Алиев кинул на деньги своих экологов. Оказывается, общественные организации, которые 138 дней изо всех сил защищали экологию в Лачинском коридоре, ждали грантов от государства, а когда не получили, пришли к зданию администрации президента митинговать. Они и не скрывали того, что ждали господдержки от властей за свои экологические акции. Обещали проект на 15 тысяч манатов, а выделили 6. Эти 6 тысяч для меня как оскорбление, заявила душительница голубей Тахира Мамедова. Согласно агентству Азатлик, Мамедова четырежды, в том числе и в этом году, получала финансовую помощь от государства на патриотические проекты.